Всем привет! Вы на моем канале Вязание. Меня зовут Люба. Сегодня мы вяжем ажурный узор спицами. Вяжется он, как обычно, быстро и просто, а смотрится красиво, эффектно. Вид с изнаночной стороны. Идеально узор подходит для вязания палантинов, шарфов, ажурных кардиганов, каких-то кофточек, летних, маек, кофт. В общем, очень универсальный узор, которым можно связать все, что вам нравится. Здесь у меня образец представлен из гладкой пряжи. В пушистой пряже этот узор выглядит просто потрясающе, очень красиво. И еще раз повторюсь, вяжется он быстро и просто. Раппорт узора составляет 11 петель в ширину и всего 4 ряда в высоту. Самый замысловатый узор, где мы вывязываем вот эти элементы, такую небольшую волну. Все остальные 3 ряда вяжутся просто лицевыми либо изнаночными петлями. Начинаем вязать. Для образца я наберу 22 петли на основной узор плюс 2 кромочные петли. Итого 24 петли. Петли набираю обычным способом. Вы можете набрать вашим любимым. Итак, 24 петли набираю на 2 спицы. Итак, петли набраны, одну спицу я убираю и начинаем вязать с самого первого ряда. У нас сейчас идет узелковый вот этот наборный край на лицевой стороне, за счет него узор будет наоборот хорошо смотреться. То есть мы не выводим сейчас узор на вот эту вот лицевую сторону. Первую кромочную я всегда провязываю. Край у нас фиксируется, и весь ряд мы вяжем просто лицевыми петлями. Здесь нет ничего сложного. Лицевые петли до конца ряда. Кромочная у нас провязывается изнаночной. Либо можно вязать ее из ряда в ряд лицевой. Второй ряд такой же очень простой. Все петли вяжем изнаночными петлями. Кромочная тоже у нас идет изнаночная. Готово. Третий ряд. Сейчас мы начинаем вязать наш ажурный узор. Кромочную снимаем. Далее нам нужно провязать из 2 петель одну лицевую с наклоном вправо. Для этого разворачиваю петли правой стенкой на себя и захватываю петли таким образом. Правую спицу завожу за передние стенки слева направо, захватываю рабочую нить, вывязываю лицевую петлю, скинула. Снова из 2 петель нам нужно провязать одну лицевую с наклоном вправо, разворачиваю петли и снова также завожу спицу слева направо, из 2 вывязываю одну лицевую, скинули. Далее идет накид, лицевая 1, накид, лицевая 2, накид, лицевая 3, снова накид. И сейчас мы из 2 петель вяжем одну лицевую с наклоном влево. Готово. Снова одну лицевую с наклоном влево. Вяжу из 2 одну за правые стенки. Вот так. Все, скинули. Один раппорт узора мы провязали. Снова начинаем вывязывать раппорт узора, разворачиваем первые 2 петли правыми стенками на себя и вывязываем из 2 одну лицевую с наклоном вправо. 1, снова из 2 одну лицевую с наклоном вправо. 2. Далее идет 3 лицевые с накидом. Накид, лицевая 1, накид, лицевая 2, накид, лицевая 3, накид, не забывайте этот накид, и из 2 петель мы вяжем одну с наклоном
влево. Снова из 2 1 с наклоном влево. И кромочная, изнаночная. Все, самый сложный ряд мы провязали. И 4-й ряд нашего раппорта. Все петли по узору изнаночными. Все петли мы вяжем изнаночной петлей. Готово. Один раппорт узора у нас провязан. И для закрепления материала мы еще провяжем один раппорт в высоту. Итак, кромочную снимаем. И все петли до конца ряда мы вяжем лицевыми за правые стенки. Лицевыми за правые стенки. Готово. Второй ряд раппорта. Второго раппорта. Кромочную сняли, и все петли до конца ряда мы вяжем изнаночными. Готов наш ряд. Кромочную мы снимаем. Далее из 2 петель мы вяжем одну с наклоном вправо. Для этого переснимаю петли правыми стенками на себя, захватываю 2 петли за эти правые стенки слева направо, захватила нить, вытянула, провязала лицевую, одну из 2. Снова из 2 мы вяжем одну с наклоном вправо. Далее идет лицевая с накидом 3 раза. Накид, лицевая 1, накид, лицевая 2, накид, лицевая 3, накид. Из 2 мы вяжем одну лицевую с наклоном влево, из 2 одну с наклоном влево. Один раппорт мы провязали. Следующий. Из 2 петель мы вяжем одну лицевую с наклоном вправо, переснимая петли, переставляя их правыми стенками на себя. Снова переснимаем петли правыми стенками на себя. Из 2 одна с наклоном вправо. Готово. Лицевая с накидом 3 раза. Накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид. Из 2 одна с наклоном влево. Готово. Из 2 одна лицевая с наклоном влево. И кромочная, изнаночная. И сейчас последний ряд второго раппорта. Все петли изнаночной до конца ряда. Вот такой простой и красивый узор у нас получается. И вот что у нас получилось. Здесь у нас 3 раппорта в ширину. Здесь у нас 2 раппорта в ширину и 2 раппорта в высоту. Если этот видеоурок был для вас интересным, то не забывайте поставить лайк этому видео. И если вы до сих пор не подписались на мой канал, не забывайте подписываться. Всем пока, до новых встреч!